Приветствую вас на канале Верстка Life. В этом видео мы с нуля создадим аналоговые часы на JavaScript. На моем канале уже есть видеоурок по реализации цифровых часов. Если вы еще по каким-то непонятным для меня причинам не смотрели, в чем я очень сильно сомневаюсь, на всякий случай ссылку можно будет найти в описании. А если вы хотите больше подобных разборов, подписывайтесь, впереди еще много интересного. Ну а мы начинаем. Итак, создадим HTML-структуру наших аналоговых часов. Для этого добавим div с классом clock. В нем расположим внешнюю часть outer clock и внутреннюю часть inner clock. Во внешней части у нас будут метки. Назовем их clock marking. Маркировка. Добавим модификатор. И делаем копию для второй, третьей и четвертой метки. Во внутренней части нам остается добавить только стрелки, часовые, минутные и секундные. Создадим div с классом clockHand, модификатор hour и ID. То же самое для минутной стрелки. Единственное, поменяем ID и поменяем модификатор min. И остается только секундная стрелка. ID second, модификатор second. Так, проверяем еще раз, смотрим. Так, кажется, все верно. Отлично. Переходим к стилизации. Так, в стилях для HTML пропишем размер шрифта 10 пикселей. Для body margin 0. Сделаем flex контейнером и расположим по центру вертикали наши часы на всю высоту экрана и зададим фон. Переход от бирюзового 18B5A4 50% к белому. Супер. Теперь для наших часов мы зададим ширину 300 пикселей, высоту 300 пикселей, сделаем Position Relative. Внутренние отступы добавим 20 пикселей, зададим тень небольшую, 5 пикселей, 10 пикселей, 15, цвет черный, но добавим прозрачности. Границу 15 пикселей сплошной линией белого цвета. Фон наших часов, как вы уже догадались, будет бирюзовый. И расположим по центру экрана. Далее займемся нашей внешней частью часов. Clock, outer
clock, position relative, берем все ненужное, чтобы не выходило за края, и ширину 100%, высоту также 100%, и border radius 100%. Для псевдоэлемента after clock, auto clock after, добавим угол поворота 90 градусов. Теперь для наших псевдоэлементов, для before, для after и для самих маркировок дополнительных, before, after, получается, будут у нас только по 90 градусов, но остальные углы будут различаться, остальные метки. Clock, outer clock, clock, marking. Кажется, все верно. Почистим контент. Сделаем абсолютный position absolute. Шириной 5 пикселей, высотой 100%. Цветом беленьким. Z-индекс 0. Слева на 49%. Теперь мы видим наши линии, но мы видим то, что мы немного неправильно написали transform, поэтому у нас одна линия. Для after мы зададим значение rotate, пропустили немножко, 90 градусов. Видим наши две линии. А теперь добавляем дополнительно для других меток. Clock, outer clock. Дадим фон белый. И шириной 3 пикселя. Ширина чуть поменьше будет. Не основных меток, а дополнительных. И мы же добавляли с вами модификаторы. Вот как раз сейчас они нам очень сильно пригодятся. Для первого модификатора мы устанавливаем угол 30 градусов. Для второго 60, для третьего 120 и для четвертого 150. Отлично. И теперь нам нужно закрыть внутреннюю часть, чтобы у нас были только верхушки наших меток. Давайте этим займемся. Для этого clock, inner clock, зададим position absolute, сверху 10%, слева 10%, шириной 80, высотой 80%, цвет фона бирюзовый, закруглим и расположим поверх. Отлично. Теперь я вижу еще, скорее всего, мы упустили
одну важную деталь, а именно не закруглили наши часы. Border радиус 50%. Отлично. Теперь все как нужно идет. И остается только добавить наши стрелки и центральную часть наших часов. Центральную часть часов мы добавим с помощью псевдоэлемента before. Расположим ее посередине. Шириной 12 пикселей, высотой 12. Border радиус 18 пикселей. Дополнительно еще слева возьмем 7 пикселей. Сверху минус 6. Фон. И укажем border 2 пикселя белого цвета с индексом 11. И середина готова. Остаются только стрелки. Для этого clock hand мы пропишем ширину 50%, высоту также 50%. Прошу прощения, высоту укажем 6 пикселей. Она у нас и будет, можно сказать, шириной. А вот справа мы возьмем 50%. Фон укажем белого цвета. Position Absolute. Справа 50%. Border радиус 6 пикселей. Transform Origin 100%. Это нам поможет при плавности перехода. Угол поворота изначально будет 90 градусов у всех стрелок. Transition Timing Function. И теперь остается добавить стили для часовой стрелки, секундной и минутной. Для этого мы добавляли специальные модификаторы. Для часовой стрелки зададим ширину 30%. Она у нас будет в самом низу, поэтому z-индекс 1. Для минутной зададим ширину 45%, высоту 5 пикселей, немного пожирнее сделаем ее. И z-индекс укажем 2. Она будет выше, чем часовая стрелка. В принципе, как в обычных часах. И секундная стрелка будет в самом верху. Она быстрее всех вращается. Second шириной такой же 45%, высотой 2 пикселя. И z-индекс, соответственно, 3. Супер. Теперь давайте перейдем к JavaScript. Итак, JavaScript для начала объявим переменные. Для секундной стрелки second. Ой, пардон, лишнее. Для минутной стрелки min. И для часовой hour.
Создадим одну единственную функцию, нам больше не потребуется. Назовем ее setDate. В ней у нас будет объект date, но мы его запишем в переменную null. Const null new date. В этом объекте содержится полностью вся информация о сегодняшнем дне. И получим из этого объекта текущую секунду. Seconds. Now get seconds. Найдем метод. Получим секунду от 0 до 59. Далее остается получить угол поворота нашей секундной стрелки. Seconds degrees. Для этого для начала вычислим долю пройденного пути в пределах 1 минуты. Текущую секунду разделим на 60 и преобразуем в градусы. Для этого умножим на 360. Но нам этого мало, потому что изначально у нас стрелка находится вверху и расположена на 90 градусов. Учтем это и добавим плюс 90. Зададим угол поворота, rotate, seconds degrees, наши градусы полученные, и добавим dec. Отлично, теперь практически то же самое проделаем с минутной и часовой стрелкой, но за исключением небольших изменений. Получим с помощью метода getMinutes и добавим также переменную minutes degrees. Minutes. Можем добавить minutes degrees. Для начала определим долю пройденного пути, но уже в пределах 1 часа. Для этого текущую минуту minutes разделим на 60 и умножим на 360. Далее добавим прогресс минуты на основе текущих секунд. Seconds разделим на 60 и умножим на 6. Не забудем в конце учесть угол поворота 90 градусов. Добавим для min угол поворота полученный, style, transform. Можно скопировать и поменять minutes degrees. И остается только часовая стрелка. Const hours now get hours зададим угол поворота, вернее получим для этого проведем практически те же манипуляции,
За исключением того, что часы текущий час мы будем делить на 12. Умножим на 360. С учетом минут не забудем. Разделим на 60, умножить на 30. И с учетом 90 градусов. Для часа добавим угол поворота. Скопируем из минут. Все. Нам остается вызвать нашу функцию для проверки, чтобы убедиться, что все работает. Отлично. Сейчас 14:15. Но мы видим, что секундная стрелка стоит на месте и обновляется только после перезагрузки страницы. Как нам это исправить? Подумайте секунду. И если у вас есть варианты, пишите заранее в комментариях. Буду рад. Возможно, их будет несколько. Мой вариант — это добавить метод setInterval. Наверное, самый простой. setDate, наша функция, будет вызываться через 1000 миллисекунд. Через 1 секунду. Так мы видим, что часы корректно работают. Если вам интересен доступ к исходникам, дополнительным материалам и эксклюзивным урокам, поддержите канал на Boosty. Ссылка есть в описании, но только по возможности и желанию. Ну и, конечно, ставьте лайки, если это видео было для вас полезным. В комментариях можете написать свои идеи, что бы вы хотели увидеть в будущем. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в следующих видео.